Привет, привет! Сегодня день у нас номер, по-моему, номер 11. Сегодня переходим в следующую комнату. Я в этой комнатке еще чуть-чуть почищу, чуть-чуть осталось там немножко. Пойдем потом сюда, на эту вот розеточку, которую пролила нам. Вот она где. Во, она, как, кстати, пожелтела немного. Вы разваливаете все. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Тут Саша уже отодрала этот кабель-канал, какой-то был проложен, вот сюда вот шло электричество. Я не знаю, как с этой стороны, видно вам или нет. Я потом зайду с другой стороны. Видите, какой здесь потолок? Я вот не знаю природу вот этих вот волн. Он реально идет волнами как бы. Ты шумишь мне. Не шумите мне. Вот. Реально идет волнами. Почистим и поймем, что там происходит вообще. Давай свою волну сними. А ты с той стороны, да, вот оттуда как бы. То есть что-то с досками. Либо их покрутило, эти доски, либо не покрутило. Непонятно. Вот так. У нас сегодня трое. Саша и Алексей начнут тут заниматься. Я закончу ту комнату и потом приползу сюда на розетку. Посмотрим, что это за такое вообще. Ну, я представляю себе, что это такое. Скорее всего, цементная залипуха. Ой. Кстати, вот такой момент про лезвие. Уже в который раз про лезвие. Это новый нож из Леруа. Обычный ножик, там сколько он там, 50 рублей или сколько. В нем стоит новое лезвие. Не знаю, как вам показать. Смотрите. Видите, как я его изгибаю? Оно плотное, это лезвие. А вот это покупное, отдельно пачка, которая продается. Смотрите. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Намного мягче. И вот таким вот толстеньким лезвием чистить уже сложнее будет. Можно зарезать. Вот эти оптимальные, дешевенькие, гибкие, пластилиновые лезвия. Вот. Так, у нас опять находка археологическая. Ну, такая, я не знаю, вон коньяк какой-то. Это дореволюционная газета. Вот. Там есть яти, все как мы любим. Вот. И реклама. Все как вы любите. Да, как вы любите, как мы любим. Какая-то газетенка. Дом 11-го года. Почему и да. 12, 13, 14, 15. Кто любит, увлекается, есть журнал Нива, иллюстрированный журнал Нива. Кстати, это может быть и он, ну, а может быть и нет. Если проследить, посмотреть по годам, то там где-то 3, 4, 5 рекламы мало. Но в самом конце этот журнал Нива реально превратился в такой полноценный рекламный буклет из 90-х, как бы, из нам привычных 90-х. То есть все в рекламе было. Вот. Вот такая газетка там есть. Год непонятен. Ну, где-то оттуда. Может, сразу после постройки. 12-й, там, 13-й год. Почему? Там уже очень развито было все. До какого года Нива существовала? Не помню, какой-то до 30-х. Не не до 30-х. До революции точно. По-моему, Стругацкие тоже в Ниве публиковались. Может, это была не та Может, Нива? это была не та Нива, но название тоже. Может. Ну вот, кстати, кто развлекается, увлекается, в Википедии есть Нива, и там есть ссылка, где можно удобно читать вот этот иллюстрированный журнал. Он почти там 100 лет существовал. Или сколько там. Самый издаваемый, кстати, да. Нива это был самый издаваемый, самый такой тиражированный журнал вообще за всю историю, скорее всего, до советского такого медиапространства. Вот. Так, чего? Я закончил здесь этот потолок без корщетки пока. Пока обождем. Не хочется лезть в это, окунаться. Это очень грязная процедура. Что, пойдем на розеточку. Тут все скребутся. Все как положено. Вау. Вот так это выглядит снизу сейчас. Вот такая. Я ее смочил чуть-чуть уже, но она была влажная. Я там отрывал кабель-канала, кусок был, я его изъял оттуда, и он так вместе с краской отвалился. Она внутри чуть-чуть так подмокшая, по-любому. Ну вот это вот, что это? Залипуха вот это. Как это называется, подожди.
Нет, уродство, когда как-то язва там или что. Опухоль. Опухоль. Опухоль, да, вот подсказали. Друзья, опухоль. Реально, вот это напоминает какую-то злокачественную, ужасную опухоль. Ужас. Ладно, попробуем. От рака. Ну, не знаю, что это, канцер, рак, это не рак. Ну, рак опухоль, да. Не знаю. Какие еще опухоли бывают? Не знаю. Ну, первый слой, вот, я его снимаю. Все тут вот залеплено, видно, залеплено цементиком. Так и предполагалось, собственно. А пойдем сюда, в другую сторону. Она должна быть довольно тонкая. Все тут с ней хорошо, где цементика нет. Скорее всего. Чуть мигает, там я маленький фонарик поставил, чтобы хоть что-то видно было. Он мигает, собака. Вот, потихонечку раздеваем ее. Снимаем красочку, чтобы добраться до мела, да? Так, ну что, все понятно. Сейчас я ее дойду, вот как-то освобожу. Сначала краску сниму с этой штуки. Так, ха-ха-ха. Ну чего, я почти снял, оставил вам полюбоваться. Почти снял первый слой. Вот он, первый слой. Вот краска, обычная краска на мелу. Сходит она прекрасно. Ну, вы видели уже, да? Фонарик я тут выключил, мигающий, не надо мне. В общем, чего? Давайте смотреть опять снизу, я вам кое-что покажу. Вот эта черная штучка нам знакома из нашего прошлого проекта. Она тоже есть на розетке. Это какая-то нефтяная штука. Я не знаю, что гудрон какой-то. Что это может быть? Битумная замазка, которая наносилась в горячем виде. В общем, это она, да. Поприветствуйте ее снова. Скажи здрасте им. Там. Вот. Будь воспитанная. Вот. Так. Что еще интересного? Цемент. Тик. Цементик. Этот цементик мягкий. Ой, я что могу с ним делать? Он размягчился тут вообще. Я подозреваю, что этот цемент, это залипуха, она же опухоль этой розетки, здесь не случайно, а для того, чтобы предохранить ее от падения. Смотрите. Это я отковыриваю алебастр. Розетка, судя по всему, накладная. Вот алебастр, смотрите. Опа, 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 опа. И там пошел цементик. Слабый цемент. Угу. Ну и теперь я могу ею тут шевелить. Видите? Я ее шевелю. То есть они, скорее всего, залепили вот здесь, сделали такой пластырь, короче, прилепили ее сюда просто, чтобы она не свалилась им. И вот здесь тоже какую-то залипуху тут создали. Короче, на крюк налепили вот так цемент, и здесь налепили вот так. Вот такая мысль. А она вот столько отвалившая уже отошла. Хотя, может, и не накладная, может, я ошибаюсь. Не, ну она... Я там не вижу пустоты за ней, она накладная. Вот там, видите, штукатурка идет. Там штукатурка дальше, за ней. Понятное дело. Значит, попробуем ее сейчас расслабить чуть-чуть и изъять отсюда этот цемент. С гипсом, по идее, там он как бы никак не сработал. Он легко отойдет, надеюсь, от рисунка самого. Хотя, может, имеет смысл с самого начала прочистить еще немного здесь. Поубирать лишнее всякое все. Мел там. Вот эту вот черную замазку. Ну, понятно, почему здесь черная замазка. Но здесь всегда тепло в этом месте. Всегда было желтое, и всегда отсюда все лилось просто. Поэтому они тут мазали всем. Да, кстати, тут тоже наш красный дружок, это бетон-контакт. Угу. Вот. Ну, попробуем. Сейчас что-то поделаю. Появится что-то интересное и покажу. Ага, ну что, я оказался оптимистичен слишком. Все вывалилось здесь. Нет ничего. В этой области кусок розетки отвалился у них. Ну, для нас. У них, для нас отвалился он. Вот гипс. Вот я дорыл сюда до гипса. Вот он. Вот, и как бы надо, как бы, идя от него, счищать, тут что-то вычищать. Искать, где
Где еще гипс, где не гипс. Ну, это все понятно, что, да? А, вот гипс. Цемент, ну, небольшое содержание цемента в этом цементно-песчаном растворе, но цемент здесь присутствует. Как-то пытаться освободить что-то тут. Вот так. Вот такой вид сейчас у нее. Ну да. Еще поделаем, посмотрим, что получится. Сильно залепили тут, конечно, они. Вот так тут все. Вот. Ничего тут нет. Вообще ничего. Вывалился кусок. Это шатается. Не знаю, до сюда, наверное. Это шатается. Это не очень-то шатается. Шатается тоже. Она вся сломалась. Ну, тут вся сломанная розетка. Вы мне подсунули сломанную розетку. Прекратите подсовывать. Держись за крюк. Держись за крюк. Так, смотрим дальше. Потолок чистится. А, еще обнаружилась одинокая сетка. В ночи. Да. Потолки. Странно, нигде не клеили, а здесь наклеили. Какой-то особый случай попался. Они попробовали. Получится на сеточку наклеить или не получится? Получилось. Ну ладно, больше не будем. Не было, и вот опять. Да. Ну, в общем, теперь тут волосики. Так, вот. Дальше небезопасно. Вот так удалось чутка ее почистить. Да. Вот это место, где была залипуха. Она здесь и остается пока. Но здесь все шатается. Шатается. Все ходит. О, все скребутся параллельно. Тут тоже ходит. Мы вынуждены ее снять. Вот она, крайняя мера. Потому что здесь восстанавливать нам будет ее сложно. Она очень в плохом состоянии. В очень плохом. Вот так она выглядит сейчас. Мы нашли два гвоздя. Гвоздь слева и вот гвоздь справа. Или это не гвоздь? Подожди, что это? Я не видел. Или это гвоздь? Нет. Это не гвоздь. Это шуруп. Это шуруп. Ну и слава богу. Я думаю, ее держит всего два шурупа. И мы ее сможем изъять, снять оттуда. Вот здесь вообще не держится. Оно держится на арматуре. Вот на такой вот маленькой деревяшечке. Вот это все держится. На вот деревянной арматурке. Поэтому она не падает. Но вот так вот она ходит. Вот такая вот разруха. 100 лет протечек. И вот если посмотреть отсюда, тут видно, как вот здесь просел потолок. Вот в этом месте, возле розетки, как бы вот там. Да, просел. Ну, какие-то трещины не видно. Дойдем туда еще. Ну, все это такое прям, да. Ой, не знаю, не знаю. И вот поэтому здесь и протекало, когда была протечка, что этот пузырь, как бы, сисечка из всего этого образованная, туда прям в розетку заливалось все время, много раз. Не зря они там намазывали. С цементом они тут не зря мазали это все и этими черными своими замазками. Крюк пока не выкрутить. Вот снять ее, он нам не мешает, но вот обратно водрузить будет мешать. Ну, посмотрим, может потом его как-то и выкрутим, этот крюк. Непонятно, он винтовой, не винтовой. Я вот щупаю рукой, и он не похож на винтовой. Бывают такие крюки, я не знаю, у них есть, наверное, правильное название, где у него вот в прямой в этой части, хвост, наверное, да, там прорезь и вставлен клин, либо просто металлическая пластинка. Но когда он крутился, не знаю, не знаю. В общем, пока задача номер один — аккуратно ее снять
изъять отсюда. Так, чего? Операцию. Для шурупов у меня есть специальный инструмент. Заблаговременно я его притащил. Я знал, что, может быть, возможно, придется крутить шуруп. Большая отвертка такая. Да, я выкручиваю. Я могу выкрутить его, в принципе, да. А вот не надо ее ловить. Подождите. Мы-то его успеем выкрутить. А тут у нас гвоздь. Вот это гвоздь. Не знаю, что с ним делать. Вытащить его... Уже сломалась деталь. Да она уже сломана была до меня вообще. Короче, я думаю так. Я сейчас тогда сломаю этот лист. Своей рукою. Отеческой. Ну как, я его сломаю, представляя себе, что какие последствия меня ожидают. И там приморозка, вот, она держится. Вот это придется как-то вырезать или выломать. Иначе опора из этого, даже если использовать молоток какой-то, все равно я его выломаю. Так что я его вырезаю оттуда очень аккуратно. Вот этот лист. Тик. Есть, держите. Так. Что-то еще отвалилось, но это не страшно. А вот теперь будет страшно. Там ты подобрала то, что упало, да? Нет. Подбираем вот эти все, то, что попадло, потом мы это соберем обратно в пазл. Вот теперь крутим и держим с двух сторон. И то тоже, наверное. А та не хочет попасть? Куда хочет. Все, держи. У меня две руки. И у меня одна. Давай ты держи, я буду выкручивать. Давай, кстати. Ты крути правой рукой. Тебе не видно. О, тут тоже гвоздь. Еще один гвоздь. А, стоп, смотри, что. А, там арматура держит. Все вместе надо снимать. Тоже гвоздь с собакой. Тут он. И там был гвоздь. Вот там. Вот 4 гвоздя, 3 гвоздя и 1 шуруп. Не очень-то она крутится. Ты крути. Да не выкручивается. Падает. А, все. Что ты держишь? Маленькую Держи и свою, тут часть. а ты тут держи. Я это держу. Все. Ты то держи, это я держу. Ну это все. Вот так снимаем. Во. Вот так-то. Кусочек остался еще я. Ну, он мокрый потом. Да. Доски мокрые. А дранка мокрая. Оно все намокало. Ну, ладно. Крюк, да. Я вас приветствую. Крюк там, как-то там. Здесь нет резьбы. То есть нам его не выкрутить. Ну, он как-то там расклинен где-то за досками. Вот так. Вот так. Грустно. Придется теперь что-то делать. Формовать, наверное. Грустная картина. Ну, иначе оно не получилось у нас. Да, вот. Иначе мы не умеем. Мы не умеем иначе. Мы вот только вот так вот сваливаемся, сламываем. На самом деле все в очень таком, да, состоянии. Ну что, придется собирать какой-то пазл, наверное, либо искать новодельную. Искать новодельную, какую-то такую, как бы, она будет слишком вылизанная относительно всего того, что есть у нас уже везде. Значит, ее как-то подводить, в такое состояние переформовать. Ну, вот. Ну, короче, типа того. Да. Хотя, я думаю, такую розетку новую вполне себе можно найти. Ну, такую, старую новую. Вот. Пока отставим в сторону. Что делать? Ух, скоро пойдем уже домой, наверное. Ну, еще поработаем полчасика, часик. Что хотел показать. Видите? Вот тут, где сетка была, тут они сеткой проклеили вот эту вот
бы, не знаю что, ну вывалится, вот это вот что-то, оно вывалится оттуда. Они прям на мел клеили, вообще не парились. То есть. И недавний ремонт, потому что, видите, здесь трещины нет вообще. Все оно так сделано, и трещины здесь нет. Казалось бы, да, зачем мы так мучаемся, вот там очищаем, вот так вот там по 4 раза проходим, отдираем. Смотрите на геометрию, он загибается полностью. Вот угол как сделан, то есть, ну халатно, либо человек просто, кто делал, не знал, что, ну как бы не умел это сделать. Это везде так. Вот здесь спрятали полностью вот как бы падугу, саму галтельку спрятали за штукатуркой. Я не знаю, что там делать. Здесь тоже вот так угол сделан. Вообще. Вот такая залипуха сверху. В общем, оно, ну, не сделано оно по-нормальному. Поэтому приходится нам отдирать этот бетон-контакт, вот так вот насекать. Насечки вот такие вот делать нам приходится. И так вот чистить с трудом. В общем, чего? Здесь был гипсокартон. Вот. Видны следы шпаклевки. Здесь был гипсокартон. Вот разметка у них. Ну, это уже собственник сам снял его. Вот по разметке стояли, собственно, профиля. Вот. Гипсокартон упирался как бы вверх. Ну, это все сняли, ну, как бы освободили этот карниз. Ну, нормально. Ладно. Полезу еще попробую что-то здесь сделать. В этом опять между укосов этих. Что-то там поизображаю еще немного. Ну, в целом вот так. Да, розетка была накладная. Розетка была накладная. Вот эта штукатурка, которая в этом овале находилась, она просто выпала оттуда. Там было ровно. Одна и та же штукатурка. О, вот так. Хорош. Пойдем домой. Очень плотно тут все сидит. Очень плотно. Вот так вот. Вот здесь над окном, я так подозреваю, что здесь гипсокартон. Здесь штукатурка. Новодельная это все. Это новая штукатурка. А вот там гипсокартон, он простукивается. И как бы он сожрал этот, ну, выравнивание вот это. То есть они равняли как бы снизу вверх и сожрали кусок карниза. Вот. Сейчас поднимусь, покажу, конечно, что нет. Ну вот, видите, залезли прям сюда вот. Плоскостью. Как она пошла у них, так и сделали. Может, по маякам делали. Как будто бы гипсокартон приклеенный. У меня такое ощущение есть. Ну и вот тоже они позалезали вот здесь везде как-то что-то. Ну это жесть, короче. Ну вот так это типа. Вот это готовое у них тут получилось. Вот это что-то. Хотя сами понимаете, да, в чем идея была здесь этого карниза. Он как бы утоплен. Вот это вот в поле, оно утоплено. Вот эта стена. Вот падуга. Вот. Не дотягивайся. Стена, падуга, и здесь поле утоплено. Вот. Вот так. Вот тут тоже завалился. Как бы это, весь этот угол ушел внутрь. Не знаю, давно это все происходило с ними. Тут тоже так чуть-чуть вниз. Да, ладно, что. Розетку жалко, да. Я думал, что она все-таки останется там висеть, как-то мы ее подделаем. Там приделаем ей что-то. Нет, не удастся ей ничего приделать. Пришлось снять нам ее. Ну, вот такая лежит тут розеточка. Спросим по знакомым мастерским, может где-то и найдем подобную. Скорее найдем. Не знаю, надо с собственниками разговаривать, что делать дальше с ней. Такая она. Да, вялая. Ну, как-то так. Сегодня не очень-то радостно из-за этой розетки, что она так отвалилась. Ну, можно было предугадать, да, что так будет. Я думал, все-таки она останется там висеть. Да, жаль. Многолетние, перманентные протечки в течение там более 100 лет, ну, сделали свое дело. Да, жаль. Ладно, всего доброго. До свидания. Пока-пока.